Жил-был старый Квилт. Вроде все ничего, а что-то мне в нем не нравилось. Сама не могла понять, что. Вертела, думала и ничего лучше не придумала, как разрезать на куски. Не помогло. И забросила я его на несколько лет в очень долгий ящик. Но потом все же я до него докопалась и кардинальным образом изменила. Об этом и расскажу. После того, как у меня появилась долгожданная гелевая пластина, я сразу, конечно, бросилась осваивать этот способ печати. Я много раз уже говорила, что поскольку у нас их в продаже нет, то не стоит этим смущаться, а стоит с легкостью заменить эту пластину на кусок стекла, оргстекла или толстого пластика. Например, на гибкую прозрачную пластину из пластика на рабочий стол. Они продаются в сетевых магазинах. Напечатав просто так несколько таких осенних кусков ради развлечения и тренировки, я вдруг вспомнила про свою заброшенную старую работу и подумала, не помогут ли эти новые технологии ее оживить. Белые формы листьев, которые остаются на отпечатке, можно снять вторым оттиском, а можно действовать и более легким способом. Самостоятельно их раскрасить тоже акрилом, но с помощью просто кисточки. Получается легко и красиво. Обшила старым добрым автоматическим зигзагом, очень плотным и мелким по краям. Ну, такая классическая аппликация. А окошки вышила свободным зигзагом в двух направлениях. Вот так шла горизонтально, потом повернула и снова шла горизонтально. Домик настолько толстый от прошлого квилта, что подпихнуть прямо очень трудно. Так. Специально не стала делать плотную вышивку, чтобы ткань просвечивала. И специально не очень аккуратно, чтобы стилистика как бы детского рисунка. Стилистика всей работы, но поэтому и детали стараюсь сделать так же. Да, еще забыла сказать, что перед аппликацией по краю я еще мононитью по основным линиям первоначально прямой строчкой прошила, а потом уже делала регулярную аппликацию по краю зигзагом.
Теперь вот я сколола сэндвич и хочу делать дерево. Сначала была мысль сделать его с помощью ткани. Сюда эта ткань хорошо подходит по фактуре, по цвету, но вся соль в том, что мне хочется поработать на контрасте фактур. То есть вот дома, плотные домики, фон такой вот воздушный из красок. Поэтому дерево мне хочется, чтобы оно не давлело над всем этим, сделать тоже каким-то немного воздушным. Возможно, возможно. Я это сделаю с помощью волокон шерсти. Но я думаю, что фельдцевальной машинкой я тут работать не буду, потому что ткань такая уже плотная из-за акрила. Прихвачу булавками, может быть. Нет, клеем тоже не буду, потому что волокна жутко цепляются за пальцы. Прикреплю булавками и попробую так вот воздушно как-то тоже прошить. Я думаю, что и пряжа сюда тоже будет в тему, посмотрим. Вот, и выведу вышивку на паспорту. Может быть, даже стоит пряжу намочить. Нет, она делается очень плотной. Пришивать, наверное, будет трудно, но интересно. Так, у меня тут, оказывается, музыка. Выключу. Так. Тут прям даже имеет значение, каким концом положишь. Вот кончики будем как-то перемешивать, переплетать. И на местах стыков булавку. Так. Вообще могу сказать, что это очень приятное занятие, но просто как рисование. При том, что можно подправить, что-то добавить, что-то убавить. В общем, очень мне нравится работать с волокнами шерсти и вискозы. Так, это правда все буду пришивать. Тут, конечно, нужна была бы мягкая основа. Но мы не ищем легких путей, как вы уже поняли, да? А мы наоборот, вернее, не мы, а я, ищу вечно самые трудные себе проблемы на голову. Но зато интересно. Еще очень интересный вопрос. Как я буду переходить вышивкой от волокон до того места, где волокон уже нет, и пойдет только одна вышивка. Вот этот вот переход, мне кажется, должен быть интересен. Подумаю, как его осуществить. Но вот я о чем не подумала. Когда я уже пришью все эти волокна, начну вышивать ветви, я ведь хотела еще простегать фон. А это тогда уже будет сделать гораздо труднее. Поэтому, наверное, сейчас я все-таки займусь фоном. А потом уже буду пришивать дерево. Да. Пробовала сначала стегать меланжевыми нитками, но у них непредсказуемая смена цвета в неподходящий момент, поэтому я эту идею отставила. Буду стегать обычными светлыми нитками. И подумала, что, наверное, буду подчеркивать вот эти принты листьев от штампа, которые я сама сделала. Вот уже здесь сделала, здесь еще нет. Я думаю, что это будет как бы такое напоминание об ушедшем лете, воспоминание о нем. Тема такая стежки. А поверх уже пойдут осенние голые ветки с кое-где оставшимися желтыми, красными, оранжевыми листочками. Стегала я листочки, пока
так начерно контуром, чтобы освободиться от булавок. Вот здесь геометрические линии, я думаю, может быть, даже золотой металлизированной нитью прошью, чтобы подчеркнуть городскую тему, геометрическую. Ну и теперь изрядно, конечно, покоцанное дерево буду восстанавливать. Я думаю, алгоритм будет такой. Сначала прихвачу начерно, я думаю, горизонтальным зигзагом в направлении волокон, вот так. А потом уже буду постепенно накладывать слой за слоем другие фактуры. Здесь я стараюсь идти, следуя изгибам ствола, вот рисунку карандашом, под шерстью. И вот таким вот образом, потому что даже от одного прохода она уже хорошо фиксируется. Поэтому здесь вот обязательно надо такие вот делать извивы. Снимать не могу, очень тонкая работа. Вот всего лишь один проход прямой линии, а уже как хорошо держится. И нитку взяла специально чуть-чуть другого оттенка, чтобы она создавала уже такую текстуру, фактуру, как будто это прожилки на коре. Потом я это сделаю уже зигзагом более выраженно. Сейчас вот так же точно буду всюду поступать. Очень классная на самом деле вещь, аппликация с помощью волокон шерсти и вискозы. Мы одновременно рисуем и шерстью, вот это всего один проход, смотрите, одновременно рисуем и шерстью, и ниткой, и формой стежка, и руками вот здесь мы собираем, как бы где-то расширяем, где-то собираем, и вот уже от одного прохода получается весьма художественный эффект. И сейчас я буду продолжать в том же духе, по чуть-чуть, выстраивая ствол. Нет, это широковато. Сделаем поуже. Вот еще чем хороша шерсть, что абсолютно все можно моделировать. Так, тут немножко выделить корни. А потом уже, когда пришью пряжу, то есть пришью волокна, уже буду пришивать пряжу. Вот гуще я уже не хочу делать ствол, гуще по фактуре. Можно было бы здесь закрыть все. Я хочу, чтобы он оставался полупрозрачный. Не хочу, чтобы он доминировал как бы на картине, чтобы он по плотности был бы, так сказать, переходной стадии между плотными домами и таким прозрачно-воздушным фоном. Вот такая у меня задумка. Сейчас вот только вышивкой это все зафиксирую. Не люблю, кстати, употреблять слово стежка, потому что, ну, для меня лично стежка это стежка лоскутных одеял, стежка курток, одежды. А здесь все-таки у нас с вами достаточно тонкая вышивка, поэтому я все-таки буду употреблять слово вышивка. Так вот, я вышью сейчас, чтобы это зафиксировать. Может быть, даже и зигзаг не буду употреблять, чтобы дерево осталось повоздушней. Ну и веточки уже буду только нитками делать. Ну и вот сейчас надо как-то пристроить эту пряжу, побольше таких вот корявостей, угловатостей сделать. И постараться, чтобы вот эта ее кудрявость не исчезла. Прошила под конец ствол черной мононитью, чтобы все это закрепить, чтобы было прочно, чтобы можно было протирать картину влажной тряпочкой. Так бы, конечно, я бы оставила вообще свободно дышащей все. Очень мне хочется минимизировать вышивку. Но, опять же, повторяю, из-за того, что картина должна быть прочная, без стекла, все очень надежно зафиксировала. И, в общем, мононить почти не видна. Если бы я это делала обычной нитью, то, конечно, вся эта фактура бы исчезла. И теперь излишки по краям волокон просто срезаю ножницами, чтобы вид был поаккуратнее. Птичек вышила не особо тоже стараясь, потому что
Как я уже говорила, мне хочется сохранить такую полудетскую стилистику, немножко небрежную. Опять же, это и в прямой строчке выражено на домах, такой не очень аккуратный. Как будто это такой полудетский рисунок. Теперь оставшиеся места, не простроченные фона, я думаю, что по ним пройдусь даже мононитью золотой, поскольку это осень. И, наверное, на автоматическом ходу, потому что на свободном нить будет постоянно рваться, металлизированная. Хочу добавить чуть-чуть легкого, едва уловимого блеска, поскольку тема у нас осенняя.